Всем здравствуйте! Сегодня я буду готовить очень вкусный бисквитный торт с сметанным кремом и с начинкой из вишни, из свежей вишни и с добавлением варенья. Итак, для приготовления бисквита нам понадобится 5 яиц, неполный стакан сахара и стакан муки. Отделяем желтки от белков и взбиваем с сахаром. Сначала взбиваем желтки с сахаром, а затем ставим взбиваться белки. Сахар разделили напополам, половину добавили в желтки, половину в белки, чтобы хорошо все взбилось. Также добавляем ванилин по вкусу. Затем добавляем стакан муки к желткам и все аккуратненько перемешиваем. Вместе с мукой также добавляем разрыхлитель. Я ложу примерно половину маленького пакетика. Далее постепенно добавляем взбитые белки. Сначала одну, вторую перемешиваем, затем добавляем оставшуюся часть. Итак, готовое тесто перекладываем в форму для запекания и ставим в духовку при температуре 180 градусов выпекаться 40 минут. Вот такой вот бисквит у меня получился, немножко неровненький, бывает такое, поэтому края сейчас отрежем и все подровняем. Бисквиту даем остыть несколько часов. Потом только начинаем мазать кремом. Итак, разделяем наш бисквит на коржи, на несколько частей, насколько сможете разрезать. У меня получился высокий. Я его разрезала на 4 или на 5 коржей. Итак, далее приготавливаем, достаем замороженную вишню. Я ее быстренько размораживаю в микроволновке. Далее наливаем чашечку немножко варенья. И теперь непосредственно переходим к приготовлению крема. Нам понадобится банка 450-500 граммовая банка сметаны и неполный стакан сахара. Также досыпаем немножко ванилина и все взбиваем миксером на высокой скорости до образования такой кремообразной густой массы. Итак, приступаем, подготавливаем наши коржи. Самый нижний корж я смазываю вареньем. Я взяла сливовое варенье, оно кисленькое, очень подходит для сладкого крема. Все, далее смазываем корж получившимся кремом. Затем добавляем вишню и далее следующий корж. Все последующие коржи мы пропитываем сиропом, который остался от размороженной вишни. Если вишня свежая и нету сиропчика для пропитки, тогда все коржи можно смазывать вареньем. Итак, все коржи смазали, пропитали сиропчиком, сложили вишенку, и вот что у нас получилось. Далее думаем, как украсить наш тортик. Я взяла все, что было под рукой, все, что нашла дома. Печеньки, мармеладки, зефирки, все, что придет в голову. Можно украсить любыми конфетками. Вот такие вот мармеладки остались с новогодних наборов. Их тоже решила положить сверху.
Вот такой вот тортик у нас получился. Еще раз повторюсь, можно украсить чем угодно. Но самое главное — это вкус. Очень вкусный получается легкий бисквит. И такую кислинку придает варенье и вишня.